влюблен, тогда был я. До сих пор мне всех дороже первая любовь моя. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind. I'm ready, 'cause вот про кого сказка. Днем у нас бывали ссоры, ночь дарила нам любовь. Лишь она могла так ранить, но лишь она могла дать крылья вновь. До сих пор не понимаю, как мог ее я потерять. Я ищу ее повсюду, чтобы снова мы могли начать. Давайте вместе, два. Александр Рыбак Cheese and Fairy и так далее. и так Привет, далее. Саша, это было, кажется, только вчера. А вы знали, что, оказывается, у вас русская народная песня? Вы знали про это? Вы знали про это, что у вас русская народная песня? Я так и надеялся. Александр Рыбак, победитель Евровидения в Москве. Саш, вам микрофон. Кажется, что это было только вчера, то, что произошло здесь, на сцене. Но, Борис, Саш, надо же добавить, да. что таланты России разблизь по всей планете. Нам рукоплещет вся планета. Конечно. Ведь никто из Норвегии к нам не приехал. Конечно. А Саша в Беларуси и везде его все любят, все уважают. Молодец. Это правда. Молодец. Это правда. Саш, вы это пережили. Вы стояли, вы были номер один на Евровидении. Вы стояли на этом пьедестале. Что нужно девочкам сегодня для того, чтобы также быть на первом месте? Знаете что? Мне очень приятно видеть, что Россия всегда отличается от многих других славянских стран в Евровидении. И особенно в этом году. Потому что, и знаете, чем отличаются? Можно момент один объяснить? Вот у славянских людей у нас английский язык не самый лучший, да? Ну, изначально. И мы на сцене его пробуем скрывать очень таким привлекательным таким взглядом, да? И это, во-первых, первый момент привлекательный взгляд, а во-вторых, у нас такое большое вибрато. И получается тогда вот так вот. Years ago, when I was younger, I kinda like... Да. И так далее, понимаете? Ой, Саш, Борис. вы просто не мы все помним, как в свое время вы с Анатолием Ширдиным изображали английский язык, когда вы играли английскую королеву. Все это помнят. Могу сутками говорить на английском. And when my favorite taste, the line and I capture before. And Eleanor came to the festival, and Mr. Shirinovsky to perform in the Got-to-War Sea Titan Superstar. Михаил Михайлович. Одну фразу, Борис. Что? Одну фразу. То, что Саша сказал, что вот русскому таланту, русской славянской душе очень тесно в рамках английского языка. Виноват английский язык. Мы не можем
по-английски мы не можем выразить Саш, душу русского народа. Но что И это посоветуете очень девочкам? чувствуется. Ты все хорошо Как сказал. раз как раз у близнецов у них как раз нету этого. Они натурально поют, они очень чисто и ничего такого. Все очень искренне, и им не нужен такой акцент и так далее. Саш, я вам... Просто очень- Саша, Так что я очень болею за них. Саш, я вам открою секрет. Вас в России все считают абсолютно русским. Вот, это точно. Но никто не может смириться и поверить, что вы живете в другой стране. И приятно, что вы сегодня вместе с нами болеете за наших девчонок. И Я хотел воспользуйтесь- другое сказать. Саша, воспользуйтесь шансом по упрощенному получению гражданства, кстати. Воспользуйтесь шансом по упрощенному получению гражданства. Мы недавно приняли, если вы не Ну в курсе. подожди. Вот я совсем о другом хотел сказать. Вы знаете, Скажите про вот это политизированность, про то, что говорят. Это влияет на голосование? Я не знаю, мне вообще очень трудно вообще сравнивать страны и про политику пробую не думать. Но вот мы, например, в Скандинавии, мы все время гордимся. Мы говорим, что ой, у нас такая прекрасная инфраструктура, мы самые современные, а в России не очень хорошая инфраструктура и так далее. И вот я вижу эту прекрасную семью и девушек, и как они относятся друг к другу. Да. И вот для меня именно это инфраструктура. Можно вопрос? Саша, Так Борис, что пока я сейчас читаю норвежские газеты, да, и там и шведские, и датские, там все волнуются, там все очень, что ну нам нужно выиграть. А здесь девушки, они наслаждаются. Они понимают, что да, Евровидение это приятно, но слава и так далее, это все воздух. Самое главное, вот семья. Саша, можно вопрос вам? Так вот, тогда был очевидный фаворит Саша Рыбак. И было понятно, что очень многие страны будут за него голосовать. Так вот, посмотрите сейчас для сравнения, наоборот, какой высокий уровень вокалистов. Вот даже из тех, кто не вышел в финал, Аксель, бельгийский, с балладой «Мама», ведь какой вокал, великолепный вокал. Действительно, я согласен, девушка из Молдавии, Кристина, шикарный голос, великолепный голос. Дело не только девочка в голосе. из Азербайджана, смотрите, Дело она в вышла. артистизме, в артистизме. Она вышла, но Вот со скрипочкой очень и высокий уложил всю уровень. Европу. И в наглости тоже, Так вот, да. Я понял уже, да. Так вот, победа ценна не только твоими достоинствами, но и тем, какие твои соперники. Еще Уинстон Черчилль говорит, человека делают его враги. Так вот, у нас очень серьезные не враги, но конкуренты. И девочки пока держались на высочайшем уровне, и это дорогого стоит. Это дорого стоит. Ну, раз заговорили, сейчас. Саш, вам слово. Как вам выступление девочек? Я вообще так переволновался. Есть такое слово? Есть, да. Мне просто я сейчас я больше и больше этих девушек люблю. Я первый раз, когда я их услышал, так я подумал, ну, очень, очень хорошая песня, хорошо поют, близняшки, мне всегда нравятся близняшки. А сейчас я по-настоящему понимаю, как я не профессионал. Почему устраивать Евровидение? Чтобы соединить Европу, радости и надежды. Дима Билан нам дал надежду, бабушки прекрасный праздник нам дали. И сейчас вот эти вот прекрасные девушки. А как изменилась, Саш, ваша жизнь после победы? На сцене стоят и используют себя ради музыки, и когда артисты используют музыку ради себя. И мне первое гораздо больше нравится. Гораздо больше. Но, И все друг с другом воевали, но при этом друг за друга голосуют. да, Саша, У меня все-таки теория, что За Рыбака да, все голосовали. соседи голосуют за друг друга, но это и не из-за политики, а из-за культуры. Потому что просто есть разные культуры, например, и вот здесь, вот я думаю, девушки могут выиграть именно из-за того, что они делают хороший микс этой скандинавской такой чересчур позитивной, такой, как я, и еще и этой меланхолии, которая нам нравится здесь, в славянских странах. Например, когда прилетаешь в Норвегию, так тогда капитан говорит: «Ladies and gentlemen, welcome to да-да-да-да-да». А в России, типа, дамы и господа, мы приземлились в Москву. Это, и все чуть-чуть вот так вот. У них микс этого. И я думаю, публике в европейском конкурсе, я думаю, именно это нужно, чтобы выиграть. И у них это есть.